зачем вообще мне этот польский? Вот за это я заплатила 200 злот. Государство заходит в твой личный счет и будет снимать до тех пор, пока не получит всю сумму долга. 50. И, пожалуйста, повторите. И никто мне не говорит, я узнаю об этом через 3 года, если выключить звук просто, то я буду выглядеть как «Всем привет, ми-ми-ми». Насколько это важно? То есть я всегда люблю сначала посмотреть, почему они смеются, и почему мне не смешно. Просто многие сейчас думают, вот что открывать. Я открывала кому-то урок в 4:30 утра. То есть я в этом процессе уже больше не нужна. Сколько можно зарабатывать на этом бизнесе? Оборот фирмы в месяц сейчас это 18-20 тысяч долларов. Идите на бесплатные курсы. Правда, можно самому. Юля, привет! Привет! Мы сегодня находимся у тебя в твоей школе польского языка. Я, как понимаю, ты 7 лет назад приехала из Украины, поступила в лингвистический университет и потом решила открывать школу польского языка. На сегодняшний день ты пишешь в Инстаграме, что у тебя 400 учеников в месяц. Это вау, это прям супер-мега круто. У тебя свой YouTube-канал. Как ты к этому пришла? Как становился этот путь? В кратком сокращении я всегда всем говорю, потому что люди спрашивают за языки мои, я на 5 говорю, и люди такие: ой, классно, так классно знать языки. Говорю, да, это классно, я всем в шутку отвечаю, что я просто ничего больше не умею другого, поэтому я этим и занимаюсь. Вот языки — это то, что я умею. И поэтому я поступила на лингвистический. Как раз я еще год отучилась в Украине один, и после этого перепоступила сюда уже в Польшу. Так сложилось, это не то, что я хотела попасть в Польшу очень сильно. Нет, просто тогда выезжал мой тогда парень, который был парнем, и мама сказала тоже: давай попробуем. И я просто решила попробовать. 18 лет, я думаю, ну какая разница, попробую. И так случилось, что лингвистика — это то, что я умею. Конечно, я не знала польского аж так, поэтому я должна была учиться на английском плюс французском, но оказалось, что там еще и польский, хотя бы один должен быть родной в этих 3 языках, поэтому я попала на русский. У меня был английский, польский и русский. И, в принципе, потом я пробовала преподавать все эти 3 языка. Я работала в школе английского как иностранного, я преподавала русский как иностранный, преподавала польский как иностранный, и у меня просто был выбор, что именно выбирать. И я пробовала запускать курсы по русскому языку, пробовала запускать по английскому языку, но это был вопрос просто того, что мне еще не хватало уверенности в том, что я хочу это делать, опыта и какой-то наглости, такой дерзости, что нет, я буду это вести, я буду снимать, можете мне говорить, что хотите, потому что, ну, все равно, когда начинаешь снимать на свой какой-то аккаунт в соцсетях, знакомая, семья, все начинают смотреть, спрашивать, а что, а как, а почему. И мне очень помогло в этом, что мой уже почти бывший муж здесь, он сначала сказал на мою первую идею, что это не очень, на второй профиль в Инстаграме тоже сказал, что это не очень, зачем ты это снимаешь и зачем ты это ведешь. А на 3-й профиль я пришла к нему уже с бизнес-планом. Я пришла с бизнес-планом и говорю: я думаю, что если снимать вот такой и вот такой контент, через такое время мы можем получить таких учеников. Мне сказал: да, это хороший бизнес-план. И, в принципе, решением было ключевым, что я просчитала уже, какой мне нужен контент и что я буду конкретно продавать. Потому что до этого я просто хотела делать какой-то контент, что-то продавать, и я пробовала запускать профили, и у меня даже начинали записываться люди, поляки, потому что английский я делала здесь для поляков. Люди начинали записываться, но в итоге я ничего не запустила, ничего. Я просто слилась так по-простому. Тебе кажется, это из-за того, что тебя поддержал мужчина в этот момент? Или Нет. Ты точно знала уже, что ты хочешь? Я точно знала, что я хочу, что вот без этого я не могу не снимать и не делать этот контент. Меня наоборот больше раззадорило то, что он сказал: это не очень, не делай этого. Меня это наоборот подстегнуло: так, значит, мне нужен другой план, если никто не реагирует, если мне какие-то друзья, семья говорят, что это за хрень я снимаю, то мне наоборот захотелось больше сделать что-то еще, попробовать что-то новое. А вот скажи, как по поводу семьи, я хотела у тебя спросить. Я видела у тебя один пост, и ты рассказываешь о том, что ты росла в семье, где мама и папа знают несколько языков, и они всю жизнь тебя поддерживали вообще, там, давали тебе возможность там, выбирать свою одежду, выбирать все, что ты хочешь.
Вот насколько это важно вообще вот сейчас твоей самореализации оказалось? Оно как-то влияет в жизни? Влияет очень сильно, потому что у меня не было ощущения, что если я закончила, например, лингвистику, перевод, то я должна быть переводчиком, или что если я где-то, то я должна делать что-то. То есть я могла пробовать очень много в детстве чего, и это мне дало чувство того, что не все должно быть вот идеально сразу. То есть вот мне разрешали попробовать. Иди, хочешь это делать, попробуй. Хочешь что-то готовить, оно получалось ужасным, отвратительным. Ну ты попробуй. Вот, да, можешь там всю кухню заляпать всем чем угодно, можешь заляпать всю стену красками, ну ты попробуй, как это получится. И я пробовала, мне очень легко сейчас начинать что-то новое. Вот мне кто-то предлагает, даже в бизнесе, когда новое партнерство, интеграция, я говорю, давайте. Ну, ничего не получится, получится не очень. Ну, ничего страшного, давайте попробуем. Поэтому очень большая открытость к тому, что давайте попробуем. Мне можно попробовать. Вот это, наверное, самая ключевая черта, которая мне помогает. Мне можно попробовать. То, что у меня не получится, ну окей, можно, чтобы у меня не получилось, мне можно. Мне можно попробовать. Классно. Ну вот получается, сколько лет назад ты пришла к третьему аккаунту, и это уже такой на пути к вот этой школе, которая сейчас есть, да? Да. Сколько лет назад это было? Почти 3 года назад, это был 19-й год, я начала вести свой профиль, ну, профиль в общем говорю, потому что и название менялось, и концепция немножечко менялась, и аккаунт я старый свой потеряла, первый еще у меня, я еще из тех людей, которые на что-то нажали, и вот я из таких людей была тогда, поэтому этот аккаунт потеряла, ну, где-то почти 3 года назад. И тогда вы уже начали записывать видео на YouTube или чуть позже это случилось? YouTube начался чуть-чуть позже. YouTube у меня начинается с декабря, по-моему, 2019 года. И опять-таки тут я подумала, ну, допустим, я куплю сейчас камеру или микрофон или что-то. А кто-то будет это смотреть? А я вообще нормально буду выглядеть перед камерой? Мне вообще стоит это делать? Поэтому у меня даже есть где-то видео там первое, где я снимала, как я снимаю. Я поставила просто телефон. Просто какой-то там микрофон, который тогда стоил 50 злотых, и решила просто попробую. Ну вот, что мне люди напишут? Вообще, стоит мне снимать дальше это с хорошим микрофоном или не стоит? И только когда я поняла, что есть фидбэк от людей, люди смотрят это даже с таким звуком и такой картинкой. Я подумала, окей, тогда действительно есть смысл, если люди это смотрят с таким звуком и с такой картинкой. И я просто шла медленно к тому, чтобы улучшаем. То есть у тебя было расписано по плану создание YouTube-канала, создание разных TikTok, Instagram, разных соцсетей, продвижение как бренд, как личность, и потом создание уже такой вот школы. Сначала ты с онлайн-обучения, как я понимаю, начала. Да, я начинала с онлайна. В принципе, я хотела работать больше со студентами, которые приезжают из Украины и хотят учиться в Польше. Потом я поняла, что это немного более сложная аудитория, потому что там все равно нужно работать на родителей, потому что студенты там 17, 18, 16, они не всегда понимают, насколько им действительно нужен будет этот польский. Ну, то есть это что-то, что очень сложно продать на самом деле. Вот студенту очень сложно продать, у него нет денег, это нужно продавать родителям. Поэтому я перешла просто в категорию сначала взрослых людей, которые уже здесь или планируют сюда переезжать под работу, и я понимала, какой контент им интересно будет смотреть. И я начала с контента. То есть, в принципе, я сейчас новые проекты, которые я вот делаю, то я тоже начинаю с контента. Начинаю с контента, есть ли обратная связь. До того, как записать какой-либо курс, что-либо придумать, а вообще контент такой кому-то интересен, или это интересно только мне, и я сама запишу себе огромнейший курс, который потом никто не купит. Поэтому я с контента начинала. Но вы говорите, что фишка вашей школы – это обратная связь. Да. Это самое важное, да, ты считаешь? Да, в чем сейчас, в принципе, образование, инфообразование, курсы польского. Курсов польского вот так сейчас. Можно просто зайти на YouTube. Да, я же тоже записываю видео на YouTube. Есть целые курсы, люди выкладывают целые курсы на YouTube по польскому. Вопрос просто в том, сколько у кого времени. Потому что, когда я смотрю YouTube, я могу что-то говорить, повторять, но меня никто не слышит. Я ничего не записываю, никто меня не проверяет. Это как очень забавно, что мы
посмотрели домашнее задание, и лектор говорит «50». И, пожалуйста, повторите. У всех разные варианты с первого раза. И 50, и 5, и пень. Ну, вариантов невероятное количество. И если человека не исправить, у него будет какой-то невероятный свой вариант польского, как потом и бывает, потому что переучивать потом намного сложнее, чем учиться с нуля. И мы экономим обратной связью людям время. Вот человек один раз повторил, лектор это проверил, куратор, и сказал, давай еще раз попробуем, у тебя вот тут не так. Вместо того, что когда я смотрю на ютубе или без проверки, я повторяю свои 200 раз 50 или пень в любой вариации, и никто мне не говорит, я узнаю об этом через 3 года, переучиться мне уже намного сложнее. Поэтому это вопрос правильного контента, чтобы произношение было хорошее у тех, за кем мы повторяем, и обратной связи. Потому что, человек, который никогда не учил польский, не учил никогда языки, откуда он может понимать сам? Он правильно написал, неправильно написал. Можно самому проверить, но это время в интернете. Нужно все загуглить, проверить. А точно ли так? Если у вас очень много времени, очень много прям мотивации, желания, идите на бесплатные курсы. Правда, можно самому. Но если у вас нет вот такого вагона времени, и вы устали вообще, и хочется как-то побыстрее, то обратная связь нужна. Ну, иногда же людям просто надо вот этот нагоняй, что ага, к этому Кино, дню конечно. у меня занятия, значит, мне надо подготовиться, сделать домашку, ага, проверили, тут я неправильно, Да. надо... То есть, мы к этому приучены многие, что контроль вот этот все-таки... Пинок это вообще своя история, уже даже не дидактическая, да, то есть я тут говорю просто про дидактическую часть, да, которая очень важна, а пинок, такой мотивация, это уже как отдельный вообще фактор, действительно, без этого, сложно себя заставить проходить. Люди часто не проходят платные курсы. Я сама не все платные курсы, которые я купила, дошла до конца. То есть я тоже понимаю, как это, что ты закрутишься и все выпало из головы. Давай вернемся к тому, когда ты начала только первые шаги становления своего в этом направлении. Вы открыли спулку ЗОО, как я понимаю, да? Да. Открыли, там должно быть 2 учредителя, как минимум, ты и муж. Да, Бывший начинала уже я с инкубатора вообще, да. с То есть я инкубатора. сначала работала через инкубатор, чтобы посмотреть. То есть я всегда люблю сначала посмотреть перед тем, как я зайду в какой-то большой формат. То есть зачем мне открывать спулку ЗОО, а вдруг никто не придет на мой курс, смысл. Я сначала поработала в инкубаторе. У меня уже даже было 2 человека работников, когда у меня был инкубатор. И после этого я увидела, что люди записываются и к ним, и на курсы, и покупают. Тогда только началась спулка. Да, и у меня я и мой, получается, муж. Хорошо. И вот сейчас, я так понимаю, может быть, не было возможности тогда діяльність господарчу открыть, да? Или была? Была. А почему вы Меня выбрали? не интересовала она, даже так. А почему? Просто многие сейчас думают, вот что открывать, там на инкубаторе работать, спулку, діяльність господарчу. Почему ты выбрала именно это? Инкубатор классно в самом начале, или если у кого-то нет то, что называется кошты, то есть больших расходов. Потому что их там сложно очень вписывать, мы как-то не могли их вписывать, и, получается, не отсчитывается налог. А у меня стал уже и офис, и реклама большая. Очень много в основном была реклама, какая-то техника, офисы, поездки. Это уже были большие счета, поэтому мне нужно было это оптимизировать, явно работать на себя. І вопрос того, що це індивідуально, вот это jednoosobowa działalność или спулка. Самая большая разница в том, что спулка это более безопасная версия по работе. У меня простой бизнес, да, это школа. Но если кто-то открывает строительную фирму на ЙОДГ, на jednoosobowy, и если человек входит в долги, в какие-то неприятности, в ЙОДГ урząd, да, то есть государство заходит в твой личный счет и будет снимать до тех пор, пока не получит всю сумму долга. Если это спулка, то долги не зайдут на мой личный счет и не будут с него списывать. То есть это первое для меня, это был вопрос безопасности. Да, окей, у меня простой бизнес, то есть здесь, курсы польского, да, но мало ли что я буду делать, мало ли какие будут ситуации.
И, во-вторых, это не так сложно себе выплачивать из спулки, как люди думают, то есть это зависит от формы деятельности. Опять-таки, тем более в спулке нет ЗУСа, то есть я не должна платить ЗУС. Я не хочу платить ЗУС по своим причинам. Я не верю в то, что будет пенсия, когда я буду уже в таком возрасте, поэтому я просто не хочу туда платить. И это легально абсолютно в Польше, да, то есть нужно понимать, это абсолютно легально, если есть спулка, то ЗУС можно не платить, если это ЙДГ, то нужно платить ЗУС, там еще сейчас появилась складка хворобова дополнительная на больничное, там выше налог. И что, разница только в том, что это проще открыть и проще закрыть, но я уже попробовала заранее на инкубаторе, и я понимаю, что это не что-то, что я буду закрывать завтра, это не то, что я хочу попробовать и легко закрыть. Я уже попробовала, я уже вижу, что есть оборот, и с таким оборотом можно уже есть смысл заходить в спулку. Изначально, когда ты начинала, ты думала, что будешь работать одна, будешь вести курсы одна, и в итоге у тебя сейчас 10 преподавателей, насколько я знаю. 12. Я уже все время 12. Их пытаюсь посчитать в нашем рабочем чате, но там постоянно кто-то добавляется, и я не всех еще запомнила, когда быстро о них думаю, обо всех. Да, я думала, что буду работать одна. Я думаю, одна буду записывать курсы просто, буду их выставлять, возможно, сама проверять даже, потому что изначально я сама проверяла эти курсы. Но я поняла, что окей, у меня это хорошо получается. Но есть что-то, что у меня получается тоже хорошо, а именно делать маркетинг, делать рекламу, делать больше контента, чтобы приходило больше людей, организовывать команду, делать больше курсов. Потому что столько курсов, сколько у нас сейчас, я объективно сама вести не могу. Ну, конечно. Люди спрашивали, а когда вот этот уровень? Если бы я была одна, я бы никогда не записала следующий уровень и следующий уровень. У нас есть с 0 до B2 в формате онлайн, в формате видеоуроков, в формате групповых занятий онлайн. То есть с 0 до B2 это уже такой очень большой кусок, у нас есть произношение, у нас есть карта поляка, готовится на бизнес-курс. То есть одна бы я все это никогда не записала и не проверила. Я поняла просто, что если я хочу делать больше этого контента, мне нужно, чтобы мне кто-то проверял это, и тоже вел и помогал. И ты искала людей на какую мову злицения, да, как-то почасовую оплату? Да, мы до сих пор работаем, в принципе, со всеми, потому что это специфическая отрасль. То есть вот эта отрасль языковых школ, это отрасль, где все на умовах злицения или dzieło. То есть умовая праца это здесь почти не случается. Такого, потому что мы работаем определенное количество часов. Учителя обычно. И это обычно не такое большое количество людей, как там от часов, как у людей, которые работают на полный рабочий день. Да? Ну, там, на умовую працу человек пришел в офис, 8 часов он сидит. Да. Тут мне интересно просто, сколько уроков они проведут, столько они проведут, и у них хорошая ставка, то есть им выгодно, и мне это выгодно. Поэтому мы так и работаем до сих пор. Сейчас у вас 8 курсов и 2 авторских учебника. Ты сама разрабатывала эти учебники или это вместе с преподавателями? Учебники я писала лично, и преподаватели потом проверяют это и вычитывают. То есть вычитывают носители языка обязательно, и дидактик в нашей школе, который занимается именно дидактикой, он тоже перечитывает это. Я вот видела еще в Инстаграме, что на Новый год я запустила за подарок, чтобы люди писали желания и тебе присылали. Да. Вот мне интересно, вот такой маркетинг классный. Да. Ты сама придумываешь или кто-то тебе помогает? Как выстроить вот такой шикарный маркетинг? У тебя очень большие охваты на Инстаграме, очень большая аудитория. Как этого добиться? Может, ты какие-то советы могла бы дать? Да, это с письмами, мне очень понравилось читать. Вообще, на самом деле, эти письма, это было очень классно. Но точно такое же у нас было внутри команды, потому что мы все собирались до Нового года, чтобы сделать итоги года, и каждый писал от руки свои желания в команде на этот следующий год, и все их запечатали, и теперь у меня эти письма, и мы их, соответственно, откроем в этом декабре. И это исходило изначально из этой идеи, что я сначала придумала это для своих учителей, а потом подумала, а другим же тоже будет интересно так сделать, например, получить свои желания через год, или просто их записать, когда формулируешь, что оно все равно по-другому воспринимается, и человека более все в голове складывается. Про контент, наверное, нужно прежде всего понимать, кто ты по своей натуре. Вот какой контент я действительно в состоянии делать.
Потому что многие, кто говорят, нужно быть каким-то конфликтным, какие-то должны быть такие резкие прогревы, какие-то сплетни, что-то такое, чтобы захватывало и конфликтно бы было, вызывало разные эмоции. Я пробовала как-то это из себя добыть, но я не конфликтный человек. Когда я поняла, что у меня не будет такого контента, там, где очень какие-то прогревы, конфликты, я что не говорю, если выключить звук просто, то я буду выглядеть как «Всем привет, ми-ми-ми», вот я понимаю, что я так выгляжу. Я понимаю, что я так выгляжу, я так делаю контент, я так разговариваю, я такой человек. И выжимать из себя контент, который будет какой-то агрессивный, эмоциональный, конфликтный, у меня не получится это долго делать. Просто не получится. И когда я поняла, я такая, ну ладно, не бывать моим огромным охватом конфликтным, я буду просто ми-ми-ми и делать контент мягкий. Мягкий, ненавязчивый, который будет людям скорее поднимать настроение, да, то есть она не будет разрядкой, я много куда захожу посмотреть, и там разрядка эмоциональная, когда есть какая-то агрессия, я понимаю, какой контент я могу делать. И после этого мне стало намного легче, я отбросила все вот эти рубрики, которые мне предлагали все мои СММ-специалисты, тоже про конфликты, я поняла, что мне нужно именно записывать такой контент. И я делаю то, что мне вот интересно было самой сделать или прочитать. Я думаю, вот я хотела бы о себе такое письмо прочитать потом или нет. Я просто думаю, что я хочу получить, что мне интересно, и предлагаю это ученикам. Ну, у меня было очень много неудачных каких-то моментов, не то что неудачных, просто была маленькая реакция на это. Я думаю, ну ладно, ничего страшного, мы запускаем просто очень много всего, и у нас нет таких тормозов в плане идей, мне что-то предлагают учителя, команда. Я им говорю всегда, предлагайте, давайте попробуем. У нас тормозов в этом плане нет. Ну, мы же помним, что ты себе разрешаешь пробовать все, что угодно, и это от родителей идет. Да, у нас в этом плане каких-то идей, каких-то рекламных историй, или мы сидели, как-то думали, а вот бы я в белом халате зимой в тапочках шла по Старушке. Окей, давай. И у нас эта реклама, которая, у нее были настолько классные охваты, клики, просто невероятные. А суть была в том, что заниматься на нашем курсе можно, в принципе, в любое время, в любом месте, потому что нужен телефон, или планшет, или ноутбук, ну, любое. Что так берешь и просто... И я ходила с кофе, с ноутбуком по Старушке зимой, ну, конечно, холодно было в тапочках, не скрываю, в халате, но реклама зашла идеально, потому что мы подумали, а почему нет? Эта реклама снятая на обычный iPhone, там 0 вложений, халат, только тапочки пришлось выкинуть после этого. Это были единственные вложения, но просто потому что люди, когда мне предлагают, и администратор школы мне иногда что-то предлагает снять, я говорю, давай снимем. Потому что, мне кажется, времена такой идеальной, классной, вылизанной картинки, много уже этого, очень много было. И людям неинтересно смотреть на очередной какой-то глянец, идеальную рекламу, такую красивую. Тем более мы все-таки больше под личный бренд идем. И людям нормально смотреть на меня просто в халате, снятую на телефон, потому что оно так и есть. А ты изначально подумала, что ты готова, да, что раскрывать себя как личность, себя с этой школой ассоциировать, да. У меня просто была тоже запись девушка, которая абсолютно, вот у нее есть бизнес, она абсолютно там свое лицо не показывает, и оно как бы тоже работает. Но, в принципе, мне кажется, лучше всегда работает маркетинг и продвижение, когда это с личностью ассоциируется. Как ты считаешь? Я изначально, у меня был один аккаунт такой общий. Я и школа, и там было именно очень много о польском. Польский, постоянно польский. Потом я поняла, что я хочу когда-то сделать команду побольше. И вообще делать там контент более профессиональный, именно под польский. Такая языковая школа. И там мы, в принципе, работали как раз на контент по изучению больше. В какой-то момент я разделила эти два профиля. У меня был человек, который вел тот профиль, там я появлялась тоже. И, в принципе, это работа моего СММ-специалиста очень сильная, потому что она мне показывала, как важно это будет, чтобы я показывала себя. И по охватам, по обратной связи я поняла, что людям интересно. Они придут учиться, но им интересно узнать, зачем им нужно прийти учиться. Им нужно почувствовать эту мотивацию. Поэтому я сначала хотела как-то не разделять, у меня стояло не мое лицо в профиле,
Потом я поняла, что я могу просто это разделить, что мне есть больше что рассказать, чем просто о польском. Вот польский отдельно, у нас там сейчас учителя наши делают контент туда, там тоже есть запись, но мне есть что-то больше рассказать, чем только о польском. И не обязательно все, кто на меня подписан, все когда-то будут учить польский, они могут никогда не прийти, но если они на меня подписаны, они кому-то посоветуют меня. При мысли про польский у них буду я в голове, поэтому это на такую очень долгую перспективу. Значит, все-таки есть СММ-специалист. Вот вообще, может, расскажи немножко о своей команде, сколько вообще человек это все делает. 400 учеников в месяц — это мега круто. Да, и чтобы это организовать, я думаю, что должна быть достаточно большая команда, либо ты тянешь очень многое сама на себе. О, нет, я на себе, в принципе, ну, сейчас, потому что у нас поменялась платформа, мы сделали очень такую смену большую, это было много моей работы в этом, но, в принципе, очень много процессов делегировано уже, потому что в команде 12 учителей, которые ведут группы, индивидуальные, онлайн, офис, они занимаются образованием, то есть преподаванием таким прямым. У них есть уже курсы, на индивидуальных они подбирают сами, там есть и логопеды, и лингвисты, и нейтивы носители языка, которые знают русский. Ну, то есть очень разный набор, у всех очень разные компетенции, кто-то только с детьми, кто-то только для там уже B21 на логопедию, на идеальное произношение, у всех есть какая-то своя компетенция. И еще у нас есть главный наш, в принципе, инструмент, это онлайн-уроки, записанные. Это уже видеоурок, мы сейчас работаем через площадку с чат-ботом в Телеграме, то есть прям человеку можно только с телефона уже заниматься, там приходят ответы, задания, голосовые, видео, фото, ну то есть абсолютно весь набор инструментов такой активной платформы там есть, и у нас есть учителя, которые это проверяют. Учителя, которые проверяют один уровень, второй, третий, они все это видят в автоматической системе. Когда им приходит новое задание, у них выставляется задача, они видят эту задачу в своей системе и садятся за проверку. То есть я в этом процессе уже больше не нужна. Все настроено так, что я контент записала, я его сделала. Сейчас мы обновили, тоже на украинском добавили контент в наш курс. Контент я сделала, записала, платформа настроена. Люди попадают автоматически между куратором и общей группой, у них уже связь абсолютно без меня идет. То есть я привела их к покупке, дальше уже с ними есть администратор. Мое самое большое, самое лучшее, идеальное решение просто было 1,5 года назад уже взять школу администратора. Тогда я брала ее в качестве ассистентки, у меня со мной работает моя Таня, она приходила и помогала мне снимать какие-то видео, помогала мне что-то в офис приносить, то есть вот, дословно мой ассистент. Она мне просто помогала в мелких задачах. И потом постепенно я видела, так она же может еще и вот это сделать, и вот это сделать. И она вообще уже умеет вот это. А потом мы уже с ней с фактурами разобрались. И, в принципе, она сейчас администратор школы, который меняет все на сайте, записывает фактуры, все какие-то финансовые данные, которые были за месяц, все подсчеты. То есть она этим занимается. Она делает этот оборот. Конечно, я тоже сама смотрю, какие-то общие данные отправляю бухгалтеру, но она этим занимается. Все счета выставляет, если кому-то нужен счет, кому-то нужна фактура, кому-то нужно посчитать, проверить. То есть я уже в это не лезу, я не знаю, что происходит. То есть люди между группой, вот я им сказала, всем привет, у нас так открывается такая группа, можете нажать сюда, написать сюда. Все, я дальше не знаю, что с ними происходит, потому что дальше им пишет Татьяна, она уже им высылает все разные ссылки преподавателю. Я не знаю, что происходит дальше. Я видела один из последних постов, что ты говорила, что раньше ты каждого ученика знала в лицо, и даже там много очень дружите, ходите на вино, там на кофе, а сейчас ты практически не знаешь и хочешь ближе познакомиться, и там какие-то тоже фишки придумала для этого, молодец. Сейчас я не знаю, потому что я встречаю людей, я вот выхожу, кто-то заходит в офис и говорит мне: привет, добрый день, а я не знаю, кто это, потому что, большой. Но благодаря твоему контенту они все знают тебя и знают, что они пришли именно к тебе в школу. Это да, конечно, это помогает очень сильно, и кого-то я там встречаю, кто говорит: я у вас на курсе. Давно была в кафе, прям на баре, девочка с очень хорошим польским, сначала на польском со мной говорила, потом говорит: знаете, я проходила ваш курс на B2. Я думаю, как классно, так приятно, просто зашел в спонтанном месте и встретить человека, который еще на классном польском говорит. Ты уже сказала, что вы перешли с платформы
Прогресс.ми — это российская платформа, Да. в телеграм-канал работе с чат-ботом. Да. Это было связано, я так понимаю, с этой страшной датой, Да. и вы решили уйти, чтобы российская программа не получала деньги от вас. Да. Скажи, как сложно было вот написать такой чат-бот, как ты говоришь сейчас, что приходит туда человек, и все, ты отпускаешь, и оно там все само работает. Сколько денег стоило это настроить? Ну, сказать, конечно, что это было тяжело сделать очень спонтанно, это ничего не сказать, потому что языковой курс тем и отличается от, не знаю, курса по маркетингу. Там очень много маленьких блоков и маленьких сегментов. Угу. И когда мы понимаем 24 февраля, что мы не можем запускать новый поток там же, мы делаем быстрый переход на Google Classroom. Ну, потому что осталось там буквально 5 дней, вот люди уже купили, а я не могу за них заплатить, чтобы добавить их на эту платформу. И мы их запускаем на короткое время в Google Classroom. То есть он работает, он не самый удобный. Я понимала, что мы там не останемся. Но выхода, как люди хотят, люди ждут. Я не могу им перенести это, я не могу им отказать. То есть они уже хотят запускаться. Весь контент у нас есть, а платформы нет. Мы быстренько запустились в Google Classroom, чтобы люди начали, чтобы это было какое-то решение, даже временное. И мы очень начали быстро, активно думать. Тут очень большое счастье, что у меня сейчас уже есть в команде, как фрилансер, конечно, не на полную ставку, но технический специалист, который мне помогает с этим всем. И у нас было несколько вариантов того, как это можно реализовать. Мы пробовали разные платформы. В итоге все было не то, не подходило под запрос языкового курса, потому что там очень много маленьких блоков. В итоге мы поняли, что чат-бот — это классное решение, потому что интерактивность в любое время, и можно в Telegram, можно в WhatsApp, можно Telegram, можно даже Viber запустить. Мы выбрали Telegram как такое, чем самое популярное сейчас среди наших тут, поэтому сложно было очень, потому что перенести такое количество контента в такие короткие сроки было чем-то невероятным. И мы сидели с утра до ночи и это переносили. Я сама лично своими руками переносила, там все настраивалось. Конечно, те люди, которые там как первые зашли в апрель, у них было немного технических проблем, то есть там с курсом-то все было правильно, но некоторым там, например, не приходило автоматически на следующий урок. Я помню, как один раз я открывала кому-то урок в 4:30 утра, потому что я проснулась. И что я сделала? Конечно, я зашла в свой бот, потому что это был тот момент, когда нужно было очень оперативно это делать, потому что, понятно, там 2 недели настроить систему такого масштаба, но это вообще не время. Это вообще не время, оно ничего не даст. То есть мы очень интенсивно это делали, и у некоторых, конечно, подвисало. Но мы это достаточно быстро решили, и сейчас уже наконец-то я могу не заходить в чат-бот там постоянно, просто иногда кто-то что-то напишет, мы посмотрим, вы там нажмите просто дальше, и все, люди нажимают дальше, и все снова работает. Но я плакала, если честно, очень сильно в апреле, еще в начале мая, я думала, боже, зачем мне все это нужно? Но я получала обратную связь от учеников, они говорили, ой, как классно, теперь удобно в Телеграме, как раз раз нажал, не нужно ничего никуда заходить. Порог начала урока стал ниже. До этого нужно было зайти в браузер, платформу. Если у кого-то в закладках, уже хорошо. Ввести данные, если у кого-то записаны, уже хорошо. Зайти туда на нужный урок и только потом начинать. То есть это было очень много действий, еще и в браузер зайти. А тут открываешь просто телефон или ноут, или что я представляю, да. У меня тоже идут курсы женское лидерство, они идут в Zoom, пока все соберутся, мы еще там 10 минут болтаем. Zoom, да, отдельная история. Вот для меня самой очень интересно, как вы вот это настроили, это очень круто. Да, то есть это было... Сейчас ты довольна, все работает. Да, сейчас я очень довольна, сейчас мы еще не все, у нас еще чуть-чуть добавится. На данный момент у нас 8000 блоков там. И вот блок создать, это нужно нажать, вписать туда контент и подсоединить к следующему блоку. На данный момент мы сделали 8000 блоков. У тебя какой-то очень крутой технический специалист за такое короткое время. Я там тоже работаю, да. То есть он очень быстро настроил, он, в принципе, тоже и ночью работал, иногда и с утра, и я звонила в любое время дня и говорила, так, мне нужно срочно это решить. Я не знаю, как он со мной выдержал, но
он это выдержал, и, в принципе, я тоже очень много добавляла, очень интенсивно, поэтому все возможно. Нужна просто большая работоспособность к этому, и теперь я очень довольна, потому что люди переходят с курса на курс. Им не нужно уже заходить на другую платформу, у них все прямо в Телеграме. А если кто-то завис, я могу в любой момент сделать ему рассылку. Я выберу группу тех, кто уже на уроке там, с 5 по 10, на таком-то курсе, я хочу им сегодня разослать такое уведомление. Я им пишу уведомление, и ушло там на 500 человек. Все. Ну, класс. Слушай, раз мы уже затронули эту больную тему, 24 февраля, 27 февраля ты запустила такой проект помощи, и можно было оставить детей у вас вот здесь в школе от 4 лет. Как эта идея тебя пришла и как вы ее реализовали? Были ли детки? Опять-таки, нужно понимать, кто ты сам по характеру. Я никогда не могла заниматься какой-то такой активистской, мне не хватает агрессии для этого. То есть, чтобы делать что-то, собирать, нужно очень много определенной энергии. Во мне такой энергии не было никогда, я этого никогда не чувствовала. Мягко собирать, да, но как-то вставать, кричать, собирать, я бы не выдержала просто психически это. Я понимаю, что я могу, вот это я могу. Я могу взять этих детей, я могу с ними работать мягко, да, кому-то будет легче, он в это время пойдет и поработает, найдет работу хотя бы, найдет жилье условно. Человек вчера приехал там или позавчера, ему жить негде. И я себе могу представить, что такое с маленьким ребенком. Идти, то я устал, то я хочу сесть, то я хочу спать, мама. А когда все-таки взрослые уходят, они могут быстрее это решить. Поэтому я подумала, что это будет таким классным способом и мне тоже отвлечься от всего, что происходит, потому что все-таки, когда человек занят, вообще другое какое-то измерение нормальности возвращается, вот жизнь, вот люди, какая-то... Смысл того, что мы живем еще для чего-то, значит, стоит жить и что-то делать. И когда дети приходили, они рисовали очень много рисунков здесь. Конечно, здесь было все перевернуто, это что-то невероятное. Я хотела спросить, разнесли ли тебе было школу? Все перевернуто, очень много игрушек мне принесли мои соседи. Я жила тогда в таком большом закрытом, не знаю даже как это назвать, комплексе. Я написала объявление, и соседи-поляки принесли мне какое-то невероятное количество игрушек, что мне еще потом долго приходилось их раздавать, потому что все дети, которые были здесь, они их даже не забрали. Ну, мы учили польский, учили английский, приходила еще другая девочка, приходила девочка по рисованию, по развитию. Кто увидел мой пост и сказал, а я тоже хочу прийти и что-то вот поделать, часик-два, посидеть с кем-то. Были очень разные дети, но... По крайней мере, было видно, что им тут веселее, чем сидеть одним совершенно. Но ты говорила, что и сталкивалась с такими сложными моментами, на которые даже не знала, как реагировать. Да, было непонятно, как реагировать, что сказать, потому что ничего не скажешь. Дети, они вот чувствуют, что что-то не так, они, возможно, не могут назвать это словами, что они чувствуют или что происходит, но было видно, что им вот страшно, непонятно, почему их сюда вообще привели изначально. И я им, когда они приходили, старалась говорить: привет, я тебя как раз жду, мы как раз сейчас будем начинать. Давать хотя бы такое ощущение, что я тебя здесь жду, то есть я здесь для тебя. А ты здесь для... Это очень помогало, даже когда было больше уже детей, организовывать порядок. Ну, дети как дети, им все равно в какой-то момент становится, хочется попрыгать, что-то сделать такое. И это очень помогало, что мы настраивали какую-то индивидуальную связь и говорю: я здесь для тебя, а ты пришел, чтобы учиться, давай подумаем, когда тебе будет пригодиться этот польский. И они уже начинали рассказывать про каких-то своих друзей, знакомых, кого они здесь увидели. Поэтому для меня это была такая большая терапия. Я веселилась с детьми, развлекалась. Ну, здесь до сих пор висят рисунки детей, я видела. Ну, многие я забрала, уже попрятала, потому что их было действительно много. У меня такая целая стопка была всех этих рисунков. Некоторые были очень страшные на самом деле, поэтому это тоже очень было так беспокойно смотреть. Наш канал для того, чтобы женщины, какие-то шаги тоже в саморазвитии делали. Возможно, твоя история кого-то вдохновит. И всегда у всех есть вопрос:
Смогу ли я тоже открыть, например, школу? А сколько мне надо вложить денег в это? Вот такие вопросы. Смотри, у тебя лингвистическое образование. Понятно, что ты как бы с этим образованием и вот в эту сторону пошла. Может ли женщина без такого образования открыть школу польского языка? В принципе, я считаю, что почему нет. То есть это, возможно, зависит от того, стартовые какие возможности. Я такой любитель очень сильно, тем более, что это был мой первый такой удавшийся какой-то проект, бизнес. И я люблю тестить идею до того, как ее прям сильно запускать. То есть там условно с нулевым или там очень маленьким, супер маленьким бюджетом мне было интересно попробовать. Угу. С очень маленьким бюджетом, то есть можно начать с какого супер маленького бюджета можно начать? Ну, там из серии, что я купила микрофон за 50 злотых, да, вот это был, я такая, сделаю канал сделать бесплатно, поэтому это несложно, Инстаграм тоже сделать бесплатно, сторисы снимать тоже бесплатно, никто не говорит сразу там платить какие-то тысячи в рекламу, ну, не обязательно сразу. Нужно посмотреть вообще, кто-то будет сюда подписываться или нет, поэтому когда люди говорят мне, что у меня нет денег на старт, ну сейчас, я понимаю, если кто-то хочет сразу строительную компанию сделать, и у него нет денег на старт, ну тогда действительно нужно постараться и поискать. Но если мы говорим о таких бизнесах, где нет прям таких супер инвестиций, зачем себе сразу говорить, что мне нужен сразу офис? Нет, не нужен, посиди вот у себя дома, поснимай, попробуй вообще. Сними за 20 злотых в час коворкинг, туда позови учеников. Ну да. Не нужно себе говорить, что мне нужны какие-то сразу бюджеты, или чтобы мне было спокойнее и безопаснее, что точно все получится. Мне наоборот нравится, когда есть ощущение, что ты не хочешь тратить какой-то супер большой бюджет, включается креативность. Потому что просто за деньги купить большой охват, это можно, это классно, когда есть такая возможность. Но а чем мы их будем цеплять? Потому что то, что цеплять, это за деньги не придумаешь, это нужно придумать, это не купишь просто. Это нужно придумать, эту концепцию, нужно это почувствовать, нужно это делать искренне. В этом большой бюджет, он просто не поможет. Большой бюджет поможет, когда уже есть эта классная идея, мы нащупали, мы что-то можем давать, и тогда давать широкой аудитории это. Ну и следующий мой неудобный вопрос, это сколько можно зарабатывать на этом бизнесе? Сколько можно зарабатывать? Зависит от количества учеников очень сильно. Ну, польский как школа, да, как спілка. В принципе, у нас все проходит легально, потому что я здесь в Польше вообще исхожу из того мнения, что государство может в любой момент посмотреть все твои счета за абсолютно любое время, поэтому тут нет смысла вести это нелегально. Я не понимаю, зачем люди пытаются как-то. Тут все можно оптимизировать очень легально. Оборот фирмы в месяц сейчас это 18-20 тысяч долларов. Очень хорошо. Да. Для такой юной девушки. Ну, я так всем еще говорю, внимание, там же не все мои, да, это оборот. Да-да-да, я понимаю. Но и начинала я еще с того, что это, мне кажется, тоже очень важно в начале, особенно когда мы вначале не вкладываем больших бюджетов. Вот я попробовала, я что-то заработала, я отставляла себе вот столько, а все остальное я реинвестировала, потому что сразу хватать себе и говорить, ой, я хочу сейчас все 100%, а вы там без рекламы, без ничего, а в следующем месяце как-то это будет. Но оно так просто не будет работать. Оно так не будет, и оно по спирали должно очень сильно раскручиваться, поэтому... Скажи, может быть, ты поделишься какими-то целями дальше? Что ты хочешь, как ты хочешь развиваться? Ты думала, может быть, об открытии еще одной школы или в другой стране, или что-то еще? Про филиалы меня спрашивают уже, я пока не знаю. Тут в чем главный смысл офлайна? В том, что нужны очень классные кадры. Вот в этом я могу поставить каких угодно учителей, но это будет не то. У меня есть очень классные учителя, и если мы будем сильно резко масштабироваться, я понимаю, что качество очень упадет, потому что мне придется брать просто очень много учителей.
Поэтому насчет масштабирования оффлайна не знаю. В онлайне мы и так масштабируемся, потому что мы запускаем еще несколько новых курсов в разных направлениях. То есть и бизнес польский будет скоро. Мы запустили курс для детей вот сейчас. Тоже хорошо очень Медицинский, заходит. польский, по-моему, тоже был. Медицинский еще нет, медицинский нет. Это тоже значит в есть, задумках я читала. тоже есть запрос большой, но это нужно очень, там настолько большой объем работы, чтобы сделать это качественно. То есть это не так, как всем кажется, ну ты же польский знаешь. Вот, сел, камеру включил, все, понеслось. Ну, чтобы это длилось не час, а 15 минут, нужно очень хорошо к этому подготовиться, просто реально. Поэтому с польским еще не знаю, но сейчас я начинаю новый проект, который будет связан с польской аудиторией, и о том, начала вести новый блог. Второй будет о том, как создавать курсы, хорошие языковые курсы в иностранных языках. Ну, это на польскую аудиторию, на аудиторию польских учителей. Вот польский учитель, он знает какой-то язык, хочет ему обучать, и хочет продавать через Инстаграм, через ТикТок, через Ютуб, не знаю, через что угодно. И мы будем делать вот такие курсы, такие продукты, потому что польским учителям этого не хватает. То есть ты уже делишься своей экспертностью? Да, я люблю, в принципе, я стараюсь быть в тусовке тоже польских учителей. Когда я прихожу на эти конференции, там говорят, вы знаете, что отзывы нужно не только выставлять в Инстаграме, но и записывать в сохраненное. Я сижу, думаю, вот за это я заплатила 200 злотых, за то, чтобы мне сказали, что мне нужно сохранять в сохраненное. Да, ну, в принципе, ты и так это все знаешь, уже давно все проработала, поэтому ты можешь... Уровень. Просто у них есть здесь в этом ниша. Я прям чувствую, как им не хватает этого, потому что учителя записывают в сохраненное, там, выставляют вот эти графики из канвы по 10 штук подряд. То есть я вижу, что ниша там еще есть именно под учителей. В целом рассказывать, как в целом быть экспертом в Инстаграме, я считаю, что нужно больше работать, чтобы об этом рассказывать. Поэтому я очень стараюсь критично относиться и рассказывать только то, в чем я разбираюсь. А просто вот если вам расскажу, как быть популярным и классным в Инстаграме, такого я записывать не буду. Я буду записывать как учителям. Вот ты учитель иностранных языков, что показывать. А в купальнике можно? А в халате можно? А в спортзале можно? А домашнему можно? А 10 сториз подряд говорящей головы можно? Ну, нельзя, но многие об этом не знают, поэтому это важно. Скажи, я у тебя такую цитату прочитала в Инстаграм тоже. Образованность человека нельзя пощупать, но это то, что сразу слышно. Хочу немножечко, чтобы ты ее рассказала, что она для тебя значит, эта фраза. Для меня это даже в контексте, я ее часто применяю в контексте польского. Вот все говорят, что, в принципе, тут уже нас так много, русскоговорящих, говорящих на украинском, зачем вообще мне этот польский? Но когда мы попадем в какую-то такую среду, мы все-таки в Польше, да, здесь поляки не меньшинство еще, до сих пор их больше. И уровень языка, вот есть у нас какой-то сертификат, нет сертификата, его пощупать сложно, этот уровень, но когда мы попадаем реально в польскую компанию, мы среди польских друзей, мы где-то в банке, мы в любом месте, сложно пощупать, какой у нас уровень. Но человек, разговаривающий с нами, сразу будет считывать, мы себя чувствуем легко, комфортно, с нами приятно общаться или нет. То есть образование, я себя не вижу вообще ни в какой другой пока сфере, кроме образования, потому что для меня образование это в том, чтобы мы могли свободно себя выражать. Вот я чем больше знаю, у меня есть какие-то знания, и с помощью них я могу себя выражать. Я понимаю, какие слова мне нужно подобрать, чтобы выразить свои чувства. Я понимаю, как я хочу, чтобы люди меня видели. Я понимаю, как мне на польском выразить то, чтобы все мои польские коллеги, друзья, знакомые, неважно кто, чтобы они меня поняли. То есть для меня это инструмент. Я выучила то, у меня есть вот такой багаж, и через этот багаж я могу показать себя. Я могу и говорить неправильно на польском, не подбирать слова совершенно, и возможно, меня тоже все поймут. Но мне бы хотелось себя так выражать, я себя так чувствую. Для меня язык, образование – это все просто инструмент, чтобы выразить себя. Кто-то приехал сюда, и он хочет себя выразить, он что-то знает. И как он человеку объяснит, что он знает? Кроме как на польском, если он попадает в это общество.
Юля, скажи, может быть, у тебя есть советы для людей, которые приезжают в Польшу и хотят открыть свой бизнес? Что бы ты им посоветовала? Могу посоветовать подбор, ну, я, наверное, потом ссылками вышлю, есть подборка классных каналов. Советую смотреть каналы на польском, потому что все-таки это люди, которые здесь изнутри разбираются, а не только слушать людей, которые как бы снаружи на это смотрят. Учить польский, не думать, что здесь все будут помогать и все что-то должны. Ну вот просто идет себе человек мимо, это твоя задача его зацепить, это твоя задача как-то установить этот контакт здесь, понять, что происходит. Это твоя задача. Это ничья, никто тебе не должен помогать, рассказывать, почему здесь все так сложно, а почему так, а почему по-другому. Это твои личные проблемы. Тебе нужно узнать язык, тебе нужно узнать какие-то аспекты легализации, если они важны, и культуру какую-то базовую. Если ты это будешь понимать, то ты будешь понимать, как с людьми разговаривать в банке, как с людьми разговаривать при открытии фирмы. То есть здесь в открытии фирмы ничего сложного нет. Это можно сделать через интернет, опять-таки, если ты можешь нормально прочитать все на польском. Если ты можешь нормально прочитать все на польском, это можно сделать самому очень просто. И можно позвонить в бесплатную инфолинию. Сколько бесплатных инфолиний, это просто не пересчитать. Но опять там нужно разговаривать на польском. Поэтому ничего страшного нет, даже если бизнес здесь ориентирован на наших русскоязычных, то польский все равно пригодится. Хотя бы с подрядчиками, хотя бы с государством. То есть рассчитывать и не бояться. Ну, то есть поляки, они не страшные, ты им не мешаешь, они не будут ни бежать с какой-то помощью, ни они не будут говорить: боже, какой ужас, забираешь нашу работу. Есть такой маленький процент, но он очень-очень маленький. Поэтому не стоит на это даже обращать никакого внимания. То есть вот это вы классные, вам нужно просто добавить немножко скиллов, чтобы понимать, почему они смеются и почему мне не смешно. И все, быстренько, если вы в это втянетесь, то еще круче будет реализовывать, потому что у меня есть какая-то накладка из своей культуры, теперь еще из польской культуры, их штучек, которых им не хватает. Я это понимаю из своей культуры и уже могу сюда применить. Поэтому нам так классно, у нас еще свой пласт культуры, у нас еще тут мы, если эту культуру поймем хорошо. Это такая идеальная комбинация, что я себе просто не представляю, почему люди не хотят узнавать польскую культуру. Мы же можем такой микс сделать, прям использовать максимально обе стороны. У нас все есть возможности для этого. Нужно только брать и не бояться. Спасибо, Юля. Очень приятная была беседа. Я думаю, что нашим зрителям ты многих вдохновила. У тебя все очень классно получается. Я сама восхищаюсь. Я желаю тебе успехов в твоем развитии. Спасибо большое. И зрителям, зрительницам тоже, как сейчас модно говорить в Польше, зрительницам и зрителям, тоже просто пробовать. Вот вам можно попробовать. Вам разрешаем. Можно попробовать. Разрешаем.